Сейчас весь город с вами посмотрим. Всем привет! Сегодня предлагаю вам прогуляться вместе со мной по городу Видное и двум усадьбам. В одной из них покажу мавзолей Волконских и церковный домик в стиле готического замка, а также посетим мужской монастырь 17 века с очень непростой судьбой. Друзья, решил начать я свою экскурсию по Видному с усадьбы Тимохина-Саласкина. Это главный дом усадьбы. Здесь большой парк. Я поднимался снизу, там просто детские площадки и вход на территорию усадьбы. Это главный дом усадьбы, как я и сказал. Сейчас мы обойдем здесь вокруг, покажу торговые ряды. Прям вот готическая такая башня, но дом деревянный, я смотрю. В 17 веке на этом месте была деревня Тимохова, называлась она. А вот этот главный дом был построен в 1812 году. А давайте сейчас кружок дадим вокруг, посмотрим вот на эти все постройки и вернемся как раз к этому главному дому, обойдя всю территорию парка. В общем, в 1812 году построили этот дом. Также был разбит вот этот парк. Возвели хозяйственные постройки. Построен был северный и два южных флигеля. А также ледник, где хранили продукты. Северный и южный флигель, я предполагаю, что это вот это, наверное, здание. И на той стороне, вот где деревянный дом. Сейчас мы тоже обойдем. Единственный минус: нет никаких табличек на вот в этих зданиях, чтобы мы могли понять, то ли это помещение или не то, потому что здесь еще торговые ряды. Но торговые ряды, наверное, это вот это впереди. Вот что это за здание? Таблички нет. Жаль, было бы интересно, конечно, почитать. В общем, в 1881 году поместье было перестроено. А в начале 20 века владельцем усадьбы уже становится Владимир Саласкин. И затем до 1917 года собственником была его жена. Да, это, скорее всего, торговые ряды. Здесь сейчас ресторан. В общем, можно покушать. Есть на территории гостиница большая, кстати, современная. А вот я входил, с правой стороны от меня была. Сейчас тоже пройдем мимо, покажу. Посредине парка усадьбы. Парк, небольшое футбольное, такое детское поле. Футбол погонять, скамейки, урны. В общем, хорошее место для отдыха. Сейчас пройдемся по парку, прокатимся по Видному, по городу Видному. И поедем еще в одну усадьбу, покажу, Волконских. И по пути еще заедем в церковь. Ну, там интересная история. Просто так я в церкви не захожу. Только если есть интересная история. Вот Чехов, Вишневый сад. Главный дом усадьбы, ивент-холл, творческие мастерские. Ну да, начались творческие мастерские, кафешки. Вот тоже, видимо, какое-то кафе. Столики стоят. Да, кафе-библиотека. Играет, слышите, милая музыка. Пинг-понг можно поиграть. Стол один стоит. Вот это, я предполагаю, что тоже флигель. Может, ты просто какие-то служебки напишешь? Это деревянное здание. Но похоже тоже, да, на дом. Да, в такой же стилистике построен. И вот стоит современная гостиница. Так что, в принципе, можно сюда прийти, отдохнуть. Ну, только местным жителям, по факту. Не поедешь же из Москвы сюда отдыхать. И вернулся я к главному дому. Очень большой дом.
А после революции на территории усадьбы был клуб, потом был пионерский лагерь и спортивно-технические секции. Ну, для пионер-лагеря вообще место шикарное на самом деле. Внизу, как я и сказал, детские площадки, но там уже дома идут, жилые, многоэтажные. Отель, спа, медиацентр, ресторан. Вот такая небольшая экскурсия по усадьбе. И двигаемся дальше. Давайте, ребят, немного прокатимся по городу, по старым улочкам и по новым микрорайонам. О, кошка там. Кис-кис-кис. Поверните направо. Ловит кого-то. Это вот старая улица, улица Школьная. И есть еще улица Заводская. Это одни из самых старых в городе. Троллейбус даже ездит. Не знал. Домики, посмотрите, какие стоят по левую сторону. Кирпичные, двухэтажные. Это вот старая застройка. Вот так строили. С правой стороны идут обычные пятиэтажки, а вот с левой больше, знаете, похожи на немецкие домики. Я, кстати, прикреплю фотографию, как выглядели улица Школьная и Заводская. Старые фотографии. Здание с колоннами. Школа написано. И вот всю дорогу вот эти домики идут по левую сторону. Кирпичные. Давайте немного истории про город. То есть у нас город Видное, это относится к Московской области. До 1905 года, вернее до 1965 года это был рабочий поселок. И население в нем больше 100 тысяч человек. Читал, что в 2015, по-моему, или 2016 годах этот город занимал место первое, как лучший город с населением 100 тысяч человек. По левую руку это администрация пошла. Здание администрации. Ленин сидит. Что-то подобное мы с вами могли видеть в горках ленинских. И это тоже улица Школьная. Прям уже такой частный сектор пошел. По факту город образовался из рабочего поселка и деревень вокруг, которые находились. Да, тут уже прям совсем частный сектор. Давайте сейчас развернусь и проедем еще по Заводской улице. В общем, ребят, решил я все-таки здесь прогуляться. Это у нас здание администрации Ленинского городского округа. Это Ленин, а позади него Дом культуры. И с правой стороны администрация, да, тоже администрация Ленинского городского округа. А на той стороне историко-культурный центр Ленинского района.
и за этим домом культуры есть парк. Пойдемте в парк сходим, посмотрим. Смотрите, какие тюльпаны растут. Красота. И вон вход в парк культуры. Город достаточно зеленый, по крайней мере в исторической его части. Я вот проехал по Школьной улице, по Заводской, сейчас пройдемся еще. Машину поставил, сюда шел, но он достаточно такой зеленый. С той стороны большой двухэтажный частный дом. Вот он вход. Ух ты, тут даже есть, смотрите, колесо обозрения. Редко где встретишь именно парк и колесо обозрения в центре города. А практически это центр города. Центральный парк. Ну, давайте зайдем через центральный вход. Вижу, там уже фонтан работает. Карусели вроде не работают. Хотя нет, все работает. Вот центральный парк. Город Видное. Слушайте, ну мне уже нравится. Небольшой, но такой уютный, зеленый. Центр развития досуга. Тоже карусели. В общем, детям будет здесь классно. Сейчас вон карусельку запустят. Маленькую. То есть в этой части получается аттракционы, а в той стороне уже идет парк зеленый. Можно приз выиграть. Шарик надо выбить и выиграете. А, так он еще продолжается. Вниз можно спуститься за колесо обозрения. И там тоже карусели. Никто не катается. Интересно, сколько? 135 рублей. Че, ребята, скатаемся? Посмотрим с высоты птичьего полета. 135 рублей взрослый, да? Здравствуйте. И у меня одного повезете? Или нет? Да? Давайте я поеду. А, туда надо. Все, спасибо. Ну, пойдемте. Сейчас один прокачусь. Посмотрим город с птичьего полета. Билет стоит 135 рублей взрослый, 75 рублей детский. Ну что, друзья, поехали. Очень медленно едет. Прям очень-очень медленно. Но зато успею все рассмотреть. А, тут еще и паровозики есть. Там батуты. Ресторан вижу. А, нет, это ДСАФ, да, спортивная какие-то секции. И большой парк для прогулок. Я сегодня один. Поговорил с кассиром. Говорит, в выходные и в праздники все накатались уже. Есть закрытая кабинка и есть открытые. Так, с той стороны у нас дома. В принципе, там ничего не видно. Ну, едет достаточно медленно. Хорошо. Ну и небольшое колесо. Последний раз катался... Где же я катался-то? В Бишкеке. Последний раз на колесе обозрения ездил. Но это было уже давно. Ну и в Сербии я еще ездил. Есть же видео на канале. Посмотрите. Я там заходил в парк аттракционов в Сербии. Самый большой парк аттракционов. Так, но это еще не пиковая точка. Еще поднимаемся. Да, боюсь, я за деревьями-то ничего не увижу. Смотрите, высокие какие деревья.
Сейчас весь город с вами посмотрим. Вижу уже трубы. Вон там, вон в той стороне современные дома. Так, с правой стороны у нас тоже, видите, новые микрорайоны. В принципе, можно забраться на самый высокий этаж, и не нужно на чертовом колесе кататься. Все будет видно. Все, это вроде как самый верх. Так, интересно, Москву отсюда видно, нет? Как вам виды, ребят? Все, спускаемся вниз. Иду по улице Заводской. ДК и парк остался у меня за спиной. Здесь тоже дома, смотрите, какие построены. Как я и сказал, это тоже старая улица. Вот такие домики. Ну, таких домов я нигде, кстати, не видел. На первом этаже, смотрите, какие окна. Улица зеленая. Школьная тоже улица зеленая. Иду как будто бы по аллее. Да, здесь все такие домики. Не знаю, насколько у них протяженность, но тем не менее, пока вот. Да, еще и во дворах то же самое. То есть по одному проекту типа строились. Яблоня цветет. Так, что касается у нас промышленности в городе, то, согласно данным, здесь производят безалкогольные напитки. Потом работает бетонный завод, коксогазовый. Поэтому, думаю, с экологией здесь не очень хорошо. Но вот я иду, в принципе, ничем таким не воняет. До города можно из Москвы добраться на электричке и на автобусе. Станция электрички называется Расторгуево. Перед домами тоже там сквер стоит. Все, я иду туда к машине, и мы сейчас немного прокатимся и будем двигаться дальше. Друзья, мы сейчас едем с вами за станцию Расторгуево. Это тоже микрорайон, относится к Видному. Впереди несколько лежачих полицейских. Через 300 метров поверните налево, а затем... По левую сторону обычные пятиэтажки. Наверное, как и в любом другом городе. По правую руку дома 50-х, 60-х годов. С такими маленькими балкончиками. А входная группа устроена, видите, как. Как вы поняли, я уже доехал до монастыря. Это Екатерининский Ставропигиональный мужской монастырь, основан в 1658 году и воссоздан в 1992. В советское время с 1931 года в монастыре располагалась детская воспитательная колония, а в 1938 по 1953 года здесь действовала особо режимная тюрьма. Называлась она Сухановская особо режимная
тюрьма. Что-то везде тут прям шум такой стоит. Косят, там тоже косят. Это, по-моему, архиерейский корпус. Насколько информация верна. Когда была тюрьма, здесь, в общем, перестройка полностью была. Снесли 2 башни монастыря. Сам монастырь был окружен колючей проволокой и забором. В общем, все переоборудовали под тюрьму. Блин. Сейчас обойду, ребят, чтобы шуму поменьше было. Здесь устроили стоячие карцеры метр на метр. Горячие и холодные также были карцеры. Это, наверное, тоже архиерейские корпуса. В общем, создавал эту тюрьму Николай Ежов. Ежов был наркомом внутренних дел и под руководством Сталина стал одним из главных организаторов массовых репрессий. Там период 1937 по 1938 года. Это вот как раз-таки год известен как Большой террор. По некоторым источникам в Екатерининском соборе также действовал специальный крематорий, где сжигали тела умерших. Ну, кто в тюрьме умер, тех и сжигали. Буду показывать, ребят, что вокруг творится, как все выглядит, и сразу историю. А после того, как Ежов был смещен с поста главы НКВД и сам попал сюда же, на его должность назначили Берию. В общем, Ежов здесь провел в одиночной камере 10 месяцев. Ему было предъявлено обвинение в организации, руководство организации против руководителей партии, вооруженного восстания и работе на иностранной разведке. Что интересно, спустя несколько дней сам Ежов признался в работе на иностранной разведке в пользу Германии, Польши, Франции, Японии, Англии и в том, что он руководил заговором НКВД и подготавливал террористический акт против Сталина. Вот эти могилы и надгробья — это и есть памятники жертвам тех репрессий. И насколько я еще читал, здесь прям в церкви, по-моему, есть как бы помещение, на территории монастыря есть помещение, где, своего рода музей, именно вот как камера, что ли, сохранилась. Здесь мы можем видеть с вами некогда, вот раньше какое-то строение было, видите, остался один фундамент. А это надвратная церковь и колокольня. Надо еще с этой стороны зайти посмотреть. В общем, после смерти Берии тюрьма была расформирована, а все документы засекречены. Но я нашел информацию, что был приказ в 1953 году, это как раз таки вот, когда все это засекретили и тюрьму расформировали, что, поступил приказ, в общем, все документы уничтожить, вывести отсюда все, территорию монастыря покинуть и, соответственно, те помещения, которые были использованы под пытки, крематорий, все это было уничтожено. И, соответственно, орудие пыток тоже. Об этой тюрьме также писал Александр Солженицын. Вот она и плита. Этот камень установлен в память о тех, кто томился в Сухановской политической тюрьме, о всех жертвах политических репрессий, о всех жертвах трагедии 20 века. Вот такая история. Прогуляемся до надвратной церкви.
этой стороны, наверное, тоже можно войти на территорию монастыря. Я просто подъехал с одной стороны. Да, здесь тоже можно зайти. Что, друзья, едем тогда дальше с вами. Памятники, конная лавка, чай, кофе, пирожки. Территория ухоженная. Интересно, сколько здесь монахов. Здравствуйте. Извините, а это мужской же монастырь? Да. А монахи здесь есть, да? Да. А сколько человек здесь? Не знаете? Четверо или... Четверо? Скажу, да, да. Да, четверо. Это они все сами делают, да? Или здесь кто-то помогает еще? Нет, помогают. Помогают. Они уже в годах В все. годах? А по Они сколько лет? 60. По 60? 70. 60 и старше, да? Понял. Не, им помогают, они сами не могут это все делать. Понятно. И там монахини, женщины тоже есть. Здесь тоже женские? Но они отдельно живут. отдельно. в доме. Вот в том дальнем, да? Да, а вот здесь, А здесь мужчины. да. Понял. А вот это храм. Да, я понял. А я еще, Четверо. читал, что якобы здесь, то ли в храме, то ли в каком-то помещении, как бы сохранилась музейная экспозиция, ну, то, что Она содержали. есть, музей вот здесь. Там. Но он только по выходным, или надо с батюшкой говорить, если кто-то вас туда впустит. Просто так он не открыт. Потому Понятно. что, ну, кто будет там стоять, народ, когда приходят, люди собираются, тогда открывают. Понятно. А так музей здесь, вот там. Но он Щас. закрыт. Пройду, сниму тогда. Спасибо. Вот музей есть, но он закрыт. Это вот этот, наверное. Вот экспозиция истории монастыря. Вот здесь она. В выходной день приезжайте, музей будет открыт. Все, мы сейчас едем с вами в усадьбу. Покажу еще мавзолей Волконских. Едем с вами к усадьбе Суханова. Еще не рассказал вам про железнодорожный вокзал, это который на станции Видное, Расторгуево. Его в 1900 году построили, одновременно с Павелецким вокзалом в Москве. А рядом, вот почему назвали так, потому что рядом стояло поместье купца Расторгуева, отсюда и название произошло. Поверните налево. Так, какой поворот-то опасный здесь. Вот она, территория усадьбы Суханова. Вход на нее свободный. Парковочных мест как таковых нет. Все бросают вдоль дороги машины. Последний раз мы с вами гуляли в усадьбе. Это видео про Солнечногорск. Кто не смотрел видео про Солнечногорск, обязательно посмотрите. Там была не только усадьба, был еще киногородок, да и сам город Солнечногорск и военный городок, который я посетил. Думаю, будет интересен вам. А там еще есть видео озеро Сенеж. Самое красивое озеро Подмосковья. Однозначно. Суханово — это дворянская усадьба начала 17 века. В конце 18 века на территории стоял большой деревянный дом. Позже был выстроен двухэтажный каменный дом, вот который перед нами сейчас будет. И с 1804 года собственником усадьбы стала жена князя Волконского. Сейчас мы увидим с вами усадьбу в том виде, в котором она была при Волконских. Старая скорая медицинская помощь. Там тоже кино снимают. Она здесь, она сейчас Пойдемте прогуляемся, посмотрим. Слушайте, вот он, центральный главный дом, вот этот. А вот это, по-моему, здание называется Кошкин дом. Надо узнать, что за кино снимают.
Он главный дом усадьбы. Кино снимают, да? Я вчера просто в Середняково был, там тоже кино снимали. Не вы там случайно? Ну, тоже снимал, там приехали, детектив какой-то исторический снимали. У вас тоже исторический детектив? Ага. Ну да, да, да. Локация хорошая. Фонари Екатерининские еще. И видите, вот там вот вентиляция есть, это еще газовые раньше были. Угу. Это я так вот как бы просто изучаю иногда. Угу. Видно, что это вентиляция, да, она горела. То есть подходил он там с этой штукой, поджигал, да, сверху? Да. Вылазили, да, светили. Керосин, потом газовый. Там есть табличка снизу, что старинный Екатерининский завод. Там Понятно. хороший день. Спасибо. Везет мне на съемочные группы. Но здесь такой более современный, наверное, фильм, потому что, видите, скорая помощь 50-х, 60-х годов. И пойдем сейчас к пруду и посмотрим на мавзолей Волконских. Детская площадка. Усадьба очень большая, по всей, понятно, я ходить не буду. Я пришел к зданиям, которые расположены как бы с левой стороны от основного дома. И посмотрите вот на этот готический замок. Это реально замок. А на самом деле это церковный домик. Но выстроено, смотрите, как, в каком стиле. Очень необычно. Надо обойти его с этой стороны. Есть детская площадка. Тоже лес очень большой, территория огромная. Качели. Вот центральный вход. Но с той стороны интереснее смотрится. С этой не так, конечно, обычно. Посмотрите, дверь там какая-то в башне. На той башне также дверь. Интересно, интересно. Занавески висят. В общем, вот эта церковь была раньше. А слева и с правой стороны вот это здание. И то, которое мы с вами прошли возле церкви. Это гостевые дома. То есть сюда, получается, заселялись люди, которые приезжали в гости. Давайте еще раз вид на эту церковь. Ну, блин, красивая. Необычно, во-первых. И пойдем сейчас по аллее вниз. Впереди должен быть мостик. И потом мавзолей. А, еще пруд тут есть. Так что все посмотрим. Это здание уже, видите, разрушается. За ним не так ухаживают, конечно. А жаль. Вот дорога ведет как раз таки к пруду. Здравствуйте. Я до пруда дойду здесь, да? Да? До пруда. Да. А, спасибо. Мужик с рыбалки идет. Наловил, наверное, много чего. В общем, у нас сегодня такая же прогулка. Город, усадьба, лес.
Здесь ограждение. Впереди мост. Так, а как на него забраться-то? А не подскажете, я через мост могу пройти? Да. А как туда забраться? Ну какой? А вот этот? Или он не рабочий? Не, почему рабочий? А, Обходить надо. с той стороны, да? Да, там забор или вверх там. Я просто хотел еще дойти до мавзолея Волконских. Или я так пройду тоже? Ну, может, там после моста там тропинка есть. Наверх, да? Да, Понял. слева. Спасибо. заберетесь. Спасибо. Хотел пройти, конечно, по мосту. Впереди пруд. Ну, сейчас заберемся по тропинке и сниму вам вид с моста. Это уже второй мост в усадьбе. Вот же раньше люди заморачивались, да? Строили мосты у себя в усадьбе. Как бы такое все облагораживали так, что было, наверное, не скучно здесь гулять и ходить. И впереди уже виднеется пруд. А вы не подскажете, что Здравствуйте. усадьба влево будет? Да, налево, Ага, спасибо. пожалуйста. Ну да, что-то тут. Раз. Эхо, что ли? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Прям эхо здесь такое. Что-то, по всей видимости, я не смогу туда забраться. Или все-таки смогу? Давайте вид вам. Вот. Так мостик выглядит. А вот здесь сейчас поднимемся. А потом уже пойдем на пруды. Надеюсь, клещей нет. Не хотелось бы тут клеща еще подцепить. Ух, забрался. Ну реально заморачивались, мосты строили. Вот я... Ух ты, а там ротонда. Пойдемте до ротонды и вернемся потом к мавзолею. Я пришел вот оттуда. Людей немного, но есть, гуляют. Это что за сооружение? Похоже на какую-то дискотеку, что ли, здесь проводили. Красиво. Я так понимаю, что выход, не выход, а как раз таки смотровая получается, да, на сторону озера. С нее открывается вид шикарный. Ну а здесь вы можете представить, что когда собирались, не знаю, вечеринки, балы, здесь, наверное, садились музыканты и играли на инструментах. И вот такой вид открывается с балкона. Этого, скорее всего, не было ничего. Все это заросло уже. Наверняка здесь все это как ухаживали, и вид был открытым на озеро. В той стороне главный дом остался у нас. Я как бы круг дал вокруг, пошел и сюда. Все, идем сейчас тогда к мавзолею Волконских. Скульптура дева с разбитым кувшином. Видите, у нее рука левая как бы отломана, и вот этот кусок. Здесь когда-то был кувшин. Кувшин был украден еще при революции. Кому он понадобился, куда его дели, вообще непонятно. О, смотрите, с левой стороны надгробие.
Это могильные плиты, которые сохранились. Их, скорее всего, вынесли из мавзолея. И вот здесь они лежат. Екатерина Алексеевна Волконская. Вот на средней я уже не могу прочитать. Сливается. Так, а здесь Мария Петровна Волконская. Да. А это вообще детские. Да, Пестель. Но, наверное, это к Волконским никакого отношения не имеет. Обычно, видите, написано «Младенец» сверху. Младенец Мария Александровна Пестель. И это младенец Варвара Александровна Пестель. Ну, в общем, вот тут сохранились надгробия, могильные плиты. А вот это и есть, по факту, мавзолей Волконских. Реставрация началась. Раньше здесь была колокольня, слева и справа вот этот левый, и с той стороны правый это два флигеля. И в одном из них была когда-то больница, а в другом богадельня. После революции в мавзолее устроили столовую, и еще дом отдыха был. Я также нашел фотографии, прям люди здесь отдыхали, жили. Представьте, да, вот это могильный склеп по факту. Здесь отдыхали и жили люди. Ну, понятно, что они не знали. Наверняка многие из них даже и не знали, и не предполагали. Потому что в те времена, думаю, вся эта история была забыта просто-напросто, вычеркнута. Приближаюсь к Сухановскому пруду. Слышите, там шум воды какой. Похоже на водопад. Посмотрите, какая красота. Это реально очень красиво. Я надеюсь, камера передает это все. Солнечная поляна. Небольшая церквушка. Там тоже ротонда. Огромное спасибо, что гуляли вместе со мной. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает финансово. Все, ребят, всем пока.